Всем привет, меня зовут Алина Федорова, я работаю моделью уже более 8 лет, и около 2 лет назад я создала свой онлайн-фитнес-проект Wispens. Но за последние полгода, за время карантина, конечно же, моя работа, можно сказать, переехала ко мне на дом. Я каждый день работаю с ноутбуком, и, наверное, я за это время просто испортила свою осанку. Вот серьезно, я никогда не сталкивалась с болями в спине, и вот впервые я почувствовала, что это такое, и я впервые узнала о том, насколько это опасно. И с самого детства я всегда слышала от мамы: Элина, не горбься, потому что это некрасиво, у тебя должна быть красивая осанка, ты девочка, фигура должна быть красивая. И знаете, всегда вот ровная осанка для меня это было как будто о красоте, а не о здоровье, потому что мне никто не рассказывал о последствиях плохой осанки, чем это вообще чревато человеку. И когда я об этом узнала, когда я начала подробнее изучать этот вопрос, я была реально шокирована, и поэтому я решила записать для вас это видео, чтобы вы тоже были в курсе, потому что я понимаю, что молодые люди часто, они действительно вообще не придают этому никакого значения. Знаете, когда там болит спина, там что-то, проблемы со спиной, они это расценивают как какая-то болезнь уже пожилых людей, это их вообще не коснется, и как будто это, на самом деле, ничего такого нет. И я такая же всегда была. Так вот, я скажу откровенно, я вообще любитель сидеть в разных очень необычных позах. То есть то, как я сижу, мне говорит муж, что, наверное, так никто не сидит. То есть я могу там в какой-то позе лотоса подогнуть ногу, завалиться в сторону, вот какие-то прям очень странные у меня позиции, и мне в них комфортно. И знаете, мне всегда было нормально, но вот за время карантина, когда это изо дня в день, когда я вот в этих позах находилась, я уже начала чувствовать, что у меня действительно болит спина, что как бы у меня уже болит поясница, что у меня действительно начинаются какие-то проблему с осанкой, тогда я уже начала всерьез задумываться насчет этого. А теперь, ребят, давайте вспомним, сколько времени мы проводим в положении сидя. Это учеба, школа, университет, это в офисе мы сидим, это мы приходим домой, сидим с ноутбуком, либо за столом, это в лучшем случае, в худшем, это мы как-то там согнемся на кровати в 3 погибели, возьмем этот ноутбук и тоже как попало сидим. Это вот меня касается, я любительница так посидеть. Так вот, на самом деле очень мало кто может сидеть абсолютно ровно на протяжении долгого периода времени. То есть все равно человек начинает как-то сутулиться, горбиться, заваливаться на одну сторону, на вторую сторону. И, конечно же, если посчитать в совокупности, сколько это часов, конечно же, это будет пагубно влиять на нашу спину, на нашу осанку. Поэтому в Америке 5-8 миллионов человек имеют искривление позвоночника. Кстати, ребят, напишите в комментариях, у кого тоже искривление позвоночника. Я думаю, что таких на самом деле очень много, и вы сами увидите, что это огромнейшая проблема, и у молодежи сейчас в том числе. Правильная осанка — это позвоночник, у которого не нарушены естественные изгибы. Это та осанка, которая сводит к минимуму нагрузку на тело за счет того, что оно поддерживает равновесие скелета и мышц, а также балансирует опорно-двигательный аппарат. Позвоночник — это основа нашего скелета, искривление которого может привести к ряду других серьезных проблем, например, замедление пищеварения. Дело в том, что сутулость создает давление на живот, и это может заставить желудочную кислоту двигаться в неправильном направлении. Также исследования показывают, что, опять-таки, из-за сутулости у нас очень замедляется прохождение пищи по кишечнику. И, конечно же, из-за сутулости у человека сжимаются органы брюшной полости, в том числе и желудок. И со временем это может привести к тому, что это плохо повлияет на метаболизм человека. И можно иметь потом проблемы с похудением. Если вы будете сутулиться, либо вам захочется как-то завалиться там на одну, на другую сторону, помните об этих фактах. Вот, например, я сейчас рассказала об этом, и тут же захотелось выровняться. Знаете, ребята, я когда начинаю записывать видео, я сначала такая с ровными плечами сижу, а потом я сижу там несколько часов, это записываю так постепенно, знаете, вот так вот, и в конька-горбунка превращаюсь. Да, у меня тоже есть такая проблема, к сожалению, я тоже не всегда контролирую свою осанку, но стараюсь работать над этим. После приема пищи сутулость может вызвать у человека изжогу. Это из-за того, что желудочная кислота, она впрыскивается обратно в пищевод и вызывает вот такие неприятные ощущения, поэтому тоже важно контролировать. Когда вы только поели, важно не горбиться сильно, чтобы, потом не страдать изжогой. И, наверное, у 80% людей, у которых есть проблемы со спиной, боли там в спине, это связано с таким заболеванием, как остеохондроз. Симптомы остеохондроза могут быть совершенно разными, и иногда вы даже не сможете связать, что, возможно, это у вас как раз-таки из-за спины, потому что это могут быть и головные боли сильные, головокружение, потеря сознания, там боли в боку, в сердце, онемение конечностей, руки, ноги не имеют и так далее. То есть там неврология, защемление нервов, там целый просто букет. И дело в том, что это такое заболевание, которое очень сложно
поддается какому-либо лечению. Когда это начинается, то есть человек уже может скорее подлечивать это, но очень сложно это полностью вылечить, поэтому это тот случай, когда все-таки лучше это предотвратить. И поэтому нужно следить за своей спиной с самого раннего возраста, чтобы потом не столкнуться с такой серьезной проблемой. А потом с возрастом, конечно же, это все будет очень сильно усугубляться. Также искривление позвоночника и плохая осанка вызывают такие неприятные штуки, как кольца Венеры на шее, то есть это заломы, да, морщины, а также второй подбородок. Все это связано с тем, что ослабевают мышцы шеи, подбородка, и кожа просто вниз обвисает. Также, конечно же, когда мы сутулимся, голову часто опускаем, это тоже провоцирует появление вот таких некрасивых штук. Исследования показали, что йога и растяжка значительно уменьшают уровень боли в спине. Причем улучшение вы можете увидеть уже даже после первого занятия. То есть вам достаточно заниматься где-то 30 минут йогой, и вы уже почувствуете, насколько ваши мышцы расслабились и насколько тело себя чувствует свободнее. Также мы разработали специальную серию зарядок, которые включают в себя хорошую растяжку, и это то, что вы можете выполнять даже на рабочем месте. Это занимает каких-то 15 минут, но это то, что позволит вам предотвратить различные проблемы со спиной. Ссылочку я оставлю под этим видео, вы можете зарегистрироваться абсолютно бесплатно и попробовать сервис VoicePens. Как я вам говорила, конечно же, проще предотвратить проблемы со спиной, нежели потом уже бороться с последствиями. Я очень рекомендую, во-первых, каждый час вставать с рабочего места и делать какую-то небольшую гимнастику, сделать хотя бы пару каких-то упражнений для того, чтобы размять там мышцы шеи, мышцы спины, рук, ног и так далее. И вы уже будете чувствовать себя гораздо лучше. Также для того, чтобы не забывать об этом, можно поставить просто уведомление на телефон, там каждый час, чтобы вам приходило оповещение, что нужно это сделать. Также я очень рекомендую ходить на массаж. Да, я понимаю, может для кого-то это затратно, у кого-то нет времени на это, но поверьте, ребят, это того стоит. Это самая лучшая инвестиция в себя. Никакие платья, никакая косметика, техника вот даже и рядом не стояли, потому что это ваше здоровье. Во-первых, это улучшает кровообращение, массажист разгоняет лимфу, вы себя чувствуете гораздо лучше, избавляетесь от зажимов, тело чувствует себя свободно. Это все влияет на все процессы в вашем организме. Это ваша внешность и ваше здоровье. Старайтесь как можно чаще. Начните делать силовые тренировки, потому что как раз-таки мышцы спины, они будут поддерживать ваш позвоночник. Также отличный способ укрепить мышцы спины – это записаться на плавание. Это вообще прекрасная активность. Ну и, конечно же, старайтесь хотя бы несколько раз в год посещать врача для того, чтобы как можно раньше диагностировать, если будут какие-то проблемы со спиной, ну и вообще со всем организмом. Поэтому да, я считаю, что нужно медосмотр делать хотя бы раз в полгода. Ребят, я очень надеюсь, что вы серьезно отнесетесь к этой теме, и это видео станет для вас в какой-то степени напоминалкой. То есть вы будете следить за своей осанкой и тем самым сможете оставаться здоровыми и красивыми на долгие годы, и в старости вас не будут беспокоить проблемы со спиной. На этом у меня все, а мы скоро увидимся. Пока!